Здравствуйте! Канал Masters of Body приветствует вас снова. И несмотря на то, что праздники прошли и послепраздничная тренировка у нас была, ваши вопросы продолжают нам приходить и касаются они все той же темы, как быстро себя привести в форму после праздничных застолий. И мы сегодня предложим вам очень короткую, очень интенсивную и очень интересную, на наш взгляд, тренировку, которая поможет вам решить эту проблему. Итак, сегодняшнюю разминку мы решили сделать не совсем обычно, не кардио, а сделаем силовую разминку. Она будет включать в себя несколько упражнений, делаться они будут без перерыва по кругу. И начинаем, конечно же, с разогрева поясницы. То есть первое упражнение – это гиперэкстензия. Выполняется по классике 10-15 повторений. Очень медленно тянемся, глубоко дышим. С помощью второго упражнения мы разогреваем плечевой пояс. Берем очень легенькие гантельки от бедер, без замахов, аккуратно, работа от локтя. И разогреваем наши дельтовидные мышцы. Также выполняем по 12-15 повторений. Третье упражнение нам позволит разогреть грудной отдел. Также участвует передняя дельта и трицепс. В постоянном напряжении, благодаря именно отжиманиям от перекладины, у вас будут мышцы кора. То есть брюшная часть, брюшная полость, мышцы спины, ноги. Это все также у вас будет в статике и поможет вам разогреть все тело. Виталий с Андреем сегодня будут выполнять все упражнения по очереди. Следующее упражнение используем вертикальную тягу. Именно не подтягивание, ничего тяжелого, легкий податливый вес, максимально удобную рукоять и разогреваем верхний массив спины. Также здесь включится задняя дельта, бицепс, предплечье. Выполняем также по 12-15 повторений. И, конечно же, не обойдем вниманием разминку ног. Выполним два простых упражнения: разгибание в станке и сгибание в станке лежа. Здесь мы хорошенечко разогреваем коленный сустав, квадрицепс, изоляции. И антагонисты на сгибателе, также двуглавую. Это нам понадобится в следующей связке, которая будет основная. Итак, подведем небольшой итог нашей разминки. Значит, мы размяли гиперэкстензии, поясничный отдел. С помощью подъема гантелей в стороны мы размяли дельтовидные мышцы. Потом с помощью отжимания от перекладины мы размяли грудной отдел, переднюю дельту, трицепс, локтевые суставы. Потом вертикальная тяга разогрела спину. И с помощью последних двух упражнений, разгибатель-сгибатель, мы разогрели ноги. Таких кругов выполняем парочку в свободном темпе, очень податливым для вас весе, по 12-15 повторений. Желательно без отдыха. Чем быстрее, тем лучше, но без резких движений. Этого вам будет вполне достаточно, чтобы перейти к следующей, к основной части нашей программы. И основная часть
нашей программы сегодняшней начинается, конечно же, с тренировки ног, то есть всей нижней части тела. Это у нас приседания, или же, если вам после праздников тяжело приседать, можно сделать как альтернативу жим ногами лежа в тренажере. Делаем небольшими весами, так как тренировка у нас будет очень насыщенная, 5-6 упражнений. По 10-15 повторений, лучше по 15. Следующее, не менее энергозатратное, не менее мощное упражнение – это тяга со штангой. Кто-то называет ее становой, кто-то румынской, кто-то мертвой. Вы должны ее делать в максимально удобной для вас технике, опять же, небольшим весом. И не пугайтесь, эта тренировка, такие упражнения подойдут и мужчинам, и женщинам. Разница будет лишь в количестве повторений и в рабочем весе. Энергозатратность колоссальная, максимальное количество мышечных массивов будут вовлечены в работу. Вы сможете потратить огромное количество калорий и буквально за 2-3 таких тренировки привести себя в хороший тонус, в хорошую форму. Также тягу делаем по 10, по 12 повторений. А следующее упражнение также задействуем либо жим гантелей лежа, либо отжимание от пола. Это зависит от вашего тонуса. Если, отжимаясь от перекладины, вам было действительно легко, вы можете перейти на более тяжелые, более существенные отжимания от пола. Ширина рук для вас максимально удобная. Главное, держим корпус, полная амплитуда, легкое касание грудью и тазом одновременно пола и ровное дыхание. Количество также в районе 15. Как я уже сказал, если это упражнение для вас в принципе тяжело или праздники прошли слишком бурно и оно действительно вам не будет заходить, можно сделать жим гантелей удобным для вас весом, податливо, под максимально удобным для вас углом. Вот Андрей показывает у нас 20 градусов. Это и не горизонталь, и не вертикаль. Это очень удобно лежать. И задействуем весь грудной отдел, передняя дельта, трицепс. Следующее упражнение для проработки мышц спины – это подтягивание на низкой перекладине. Почему именно это упражнение? Обратите внимание, в нижней точке Андрей позволяет себе хорошенечко растянуть поясничный отдел. Это вам будет очень полезно после приседаний, после становой и после долгих застолий. Возможно, ваша поясница засиделась и нуждается в растяжке. Здесь, именно в этом упражнении, массой собственного тела, очень деликатно, не травмоопасно, вы и прорабатываете мышцы спины, верхний массив, и растягиваете поясничный отдел. Выполняйте 10-15 повторений, хват пошире и спокойно дышим. Завершает нашу многогранную, многофункциональную тренировку, конечно же, статика. Но мы не будем делать ее в одном положении, это нудно и долго. Мы попробуем немножечко ее разнообразить. Для начала постоим на ровных руках. Здесь включается хорошо и пресс, и мышцы спины, и трицепсы, и грудные. Теперь задействуем боковую часть брюшной полости. В каждом положении стоим приблизительно по 10-15 секунд. Опять перешли. Теперь
по классике перейдем на согнутые руки, на локтях. Также постояли. Можно с таймером, можно считать про себя. Также задействуем наши бока, которые, возможно, наелись оливье и шубы. Вторую сторону синхронно. В итоге ваша планка должна занять не больше 3 минут, но поверьте, благодаря такому разнообразию и вариативности вы проработаете очень много участков вашего тела, а в конце, сейчас Виталик покажет, мы еще и подтянемся. Теперь выходим на ровные руки. Немножко добавим разнообразия здесь. Узкий хват, узкая стойка, широко ноги. Подключили приводящие трицепсы. Потом поменяли. Ноги вместе. Руки широко. Чем шире, тем лучше у вас получится. Таким образом мы сможем больше напрячь именно грудные мышцы. И потом в конце, заняв исходное положение, нейтральное, попытаемся сделать фигуру из йоги, называется собака мордой вниз, которая также благотворно повлияет на вашу растяжку после всех силовых упражнений. Можно делать несколько заходов, несколько этапов, как Виталик показывает. Первый, второй, натянули колени, натянули крестово-поясничный отдел. И пытаемся максимально близко подвинуться. Последний. И аккуратненько, не резко встаем. Теперь мы проработали ноги, спину, грудь и немножко поучаствовали в статических работах. Тем самым, сделав 2 круга такого набора упражнений, вы задействуете все тело и буквально через 2-3 тренировки будете находиться в максимально возможном для вас тонусе и сможете приступить к привычному ранее до праздников тренировочному режиму. Надеемся, сегодняшняя тренировка будет для вас полезной. Благодарим клуб Orange за предоставленную возможность для наших съемок. Ссылка на донат в описании. С вами были Masters of Body Виталий, Константин. Андрей и Дмитрий Журавель. До новых встреч в эфире!